Объекты фонда SCP. SCP-1827. Ловушка для индейок. Объект номер SCP-1827. Объект класса Евклид. Особые условия содержания. Поскольку SCP-1827 неподвижен, вокруг него была сооружена зона содержания пространственных аномалий номер 55. SCP-1827 находится внутри камеры содержания пространственных аномалий класса 3 размерами 50 метров на 50 метров на 50 метров. Экземпляры SCP-1827-2 должны быть сохранены для исследований и также помещены в условия содержания. Предметы, обнаруженные внутри SCP-1827-2, следует поместить в хранилище малоценных аномальных предметов. Описание SCP-1827 пространственно-временная аномалия, ведущая в еще не исследованную параллельную вселенную, которая далее будет обозначаться как SCP-1827-1. SCP-1827 является трехмерной и постоянно испускает ярко-розовое свечение. Высота SCP-1827 составляет приблизительно 2 метра, и она парит на высоте 45 сантиметров над землей. SCP-1827 имеет форму птицы, однако на фотографиях и видеозаписях SCP-1827 выглядит как аморфная розовая масса. Большинство живых существ не может проходить сквозь SCP-1827, однако дикие индейки Meleagris gallopago способны перемещаться через SCP-1827, если их предварительно поместить внутрь SCP-1827-2, смотри ниже. Ежемесячно SCP-1827 претерпевает события расширения. Во время этого события SCP-1827 значительно увеличивается в размерах, достигая высоту от 15 до 40 метров. Как только событие расширения завершится, из случайной точки SCP-1827 появляется экземпляр SCP-1827-2. Этот процесс обычно занимает от 30 минут до 5 часов. После того, как экземпляр SCP-1827-2 выйдет из SCP-1827, ее размеры медленно вернутся к первоначальному состоянию. Экземпляры SCP-1827-2 – это яйцевидные или ромбовидные металлические объекты различного размера от 12 до 30 метров в высоту. Внутри SCP-1827-2 находятся 3 или более металлических коробки. В этих коробках обнаруживаются различные предметы, которые предположительно были созданы цивилизацией, представителями которой являются разумные индейки. Если экземпляр SCP-1827-2 поместить рядом с SCP-1827, он самостоятельно пройдет сквозь SCP-1827. На данный момент в ведении фонда находятся данные удалены экземпляров SCP-1827-2, а также данные удалены обнаруженных внутри них предметов. Далее перечислены наиболее примечательные находки. За полным списком обратитесь к документу 1827-15 ОРЭ. Одна медная пластина, подобная пластине пионера, фигуры мужчины и женщины были заменены стилизованными изображениями самца и самки вида Meleagris gallopago. 15 грамм пластинок с записями ритуальных песен североамериканских индейцев. На каждой пластинке по 50 записей. Слова песен заменены птичьим пением. 20 копий дневника воина земли обетованной, эпистолярного романа, в котором повествуется о любви между солдатом и дочерью торговца на фоне войны между цаплями и индейками. Примечание на обложке каждой книги гласит, что сюжет основан на реальных событиях. 54 полароидных фотографий, на которых изображены огромные особи Meleagris gallopago, одетые в традиционные костюмы североамериканских индейцев. Признаков использования специальных программ для изменения изображений нет. 120 полароидных фотографий, на которых изображены огромные особи Meleagris gallopago, выполняющие различную работу, например,
возделывающий кукурузное поле или занятие сборкой экземпляра SCP-18272. Признаков использования специальных программ для изменения изображений нет. SCP-18273 – существо, именующее себя Великая Индейка. SCP-18273 предположительно является лидером или пророком народа Земли обетованной, хотя оно как себя никогда не называло. SCP-18273 пишет послания на стальных пластинах, которые обнаруживаются внутри крупных экземпляров SCP-18272. Все сообщения написаны письмом Чероки. К настоящему времени SCP-18273 выходил на контакт с фондом всего 2 раза. SCP-18273, похоже, не заинтересован в налаживании контакта с человечеством и при этом, возможно, не знает существования людей. Приложение 18271, документ 18272-LT. Данные изменены. 2003. Из SCP-1827 появился экземпляр SCP-18272 высотой 4,2 метра. Внутри была обнаружена стальная пластина размером 20 см на 20 см на 20 см, на которой было написано следующее послание на языке Чероки. Это было первое сообщение от SCP-18273, полученное со времени постановки объекта на содержание. Далее следует примерный перевод с языка Чероки. «Я, Великая Индейка, говорю на языке предков. Много эпох назад наша раса покинула эту планету в поисках обетованной Земли, поскольку цапли потеснили нас после того, как мы правили этим миром в течение многих десятилетий. Несмотря на это, некоторые наши братья решили остаться, поскольку они боялись перемен. И вот настал день, когда мы наконец набрались смелости, чтобы открыть врата, дабы поделиться с вами нашей культурой и знаниями о нас, ибо мы надеемся, что тирания цапель завершилась. Поскольку много перьев упало со времени последнего полета, я знаю, что у большинства из вас теперь есть семьи и друзья в этом мире, но мы просим всех вас присоединиться к нам на обетованной земле, где мы вместе сможем найти счастье. Приложение 18272, документ 1827009-SV. Данные удалены 2003. Из SCP-1827 появился экземпляр SCP-18272 белого цвета, отмеченный как SCP-18272 высотой 12 метров. Внутри SCP-18272 были обнаружены деревянный курятник и маленькая стальная пластина со следующим сообщением, написанным на языке Чероки. «Я, Великая Индейка, пожалуйста, поместите сюда индейку». Приложение 18273, экспедиция 18271. После событий, описанных в приложении 18272, внутрь SCP-1827-A были помещены самец и самка виды Мелагрис галлопава. От сотрудников получили клички господин Кулдык и госпожа Курлык, которые затем были переправлены через SCP-1827 во время следующего события расширения без инцидентов. На шее господина Кулдыка была закреплена небольшая камера. Через 12 минут и 36 секунд SCP-18272-A открылся. С помощью камеры удалось получить изображение нескольких крупных существ, внешне похожих на серых цапель, Ардея синерея, после чего передача сигнала резко прервалась. Предполагается, что упомянутые существа набросились на господина Кулдыка и растязали его. Судьба другой индейки неизвестна. На заднем плане были видны постройки, очевидно, это какой-то город. Приложение 18274. Документ 18271-7 Данные удалены 2004. Из SCP-1827 появился SCP-18272. SCP-18272 был значительно поврежден, внутри обнаружилась короткая записка на английском языке. «У нас все хорошо, цапли уже не представляют проблемы. Обетованная земля существует». С тех пор экземпляры SCP-18272 больше не появлялись из SCP-1827. SCP-1827 стало медленно уменьшаться в размере со скоростью до «отдалено».